Давайте признаем, к 2023 году в России стало окончательно небезопасно пользоваться банковскими картами. Власти могут отследить все ваши платежи, и практически любой из них может при желании стать поводом для возбуждения уголовного дела. Далеко за примерами ходить не надо. Вот в марте в Хабаровске задержали активистку, которая якобы финансировала вооруженные силы Украины. И теперь ее обвиняют ни много ни мало в госизмене. Это, между прочим, до 20 лет лишения свободы. Кроме того, появились мошенники, которые этим пользуются. Сбербанк даже предупредил о новой схеме. Теперь мошенники звонят под видом сотрудников ФСБ и сообщают, что со счета клиента переводят деньги на ВСУ, угрожая обвинениями в той же самой госизмене. Единственным пока безопасным способом для чувствительных платежей, а к ним, пожалуй, можно отнести любые пожертвования независимым организациям и СМИ, остаются криптовалюты. Если вы всегда считали, что это что-то сложное, давайте разбираться, что это такое. Крипто, как она работает и почему в 2023 году важно и нужно уметь ею пользоваться. Начнем с того, что криптовалюта — это равноценная замена деньгам. Но при этом у них есть огромное преимущество. Их не регулирует никакой Центробанк. Это значит, что государства не будут видеть ваши операции и не сможет узнать, кому вы переводите деньги. При этом не будем лукавить. Тот же биткоин на самом деле не полностью анонимен. В основе операций с биткоином лежит цепочка транзакций. Они публичные. Их может посмотреть буквально каждый участник рынка. Но криптокошелек, через который происходят эти операции, в отличие от банковского счета, никак к вам не привязан. Вас невозможно идентифицировать и установить вашу личность. А это значит, что государство никак не сможет проконтролировать ваш платеж. Даже если оно увидит транзакцию, то не будет знать, кто именно и куда отправил эти деньги. Давайте пошагово разберемся, как это работает. Весь процесс делится на 3 этапа. Вам нужно будет завести криптокошелек, купить валюту и перевести ее адресату. Но прежде чем мы начнем разбираться, давайте еще раз проговорим базовые правила безопасности. Главное из них — включить VPN. Если вы не знаете, какой VPN выбрать и для чего он нужен, посмотрите наше прошлое видео, в котором мы подробно это объясняем. Кроме того, лучше пользоваться чистым браузером, в котором вы обычно не работаете, хотя бы режимом инкогнито в вашем обычном браузере. А теперь давайте разбираться. Криптокошелек, что это такое и как его завести. Если говорить простыми словами, то криптокошелек — это программа для учета вашей криптовалюты и операций с ней. Когда вы заведете криптокошелек, у вас будет его номер, или лучше сказать адрес. По сути, это такой банковский счет, по которому криптовалюту смогут переводить вам. А еще у вас будет закрытый ключ для доступа. Его вы будете использовать, чтобы попасть в свой кошелек. Как же завести криптокошелек? Самый простой способ — установить приложение на мобильный телефон. Такие кошельки называются горячими. Их легко установить и удобно использовать для частных переводов. Подходящих приложений множество. Выбирайте то, которое вам понравится. Список тех, которые мы рекомендуем, будет в описании к этому видео. А вот холодный кошелек используется для хранения криптомонет. И это следующий уровень. Мы пока до него не дошли. Когда вы создадите кошелек, вы получите свой ключ к нему. Не забудьте надежно записать его и сохранить так, чтобы никто, кроме вас, его не нашел. Если вы уже зарегистрированы на какой-то бирже, например, на Binance, то завести криптокошелек можно и там. Но обычно биржи просят предоставить ваши данные, это небезопасно, хотя бы из-за потенциального риска блокировок или деанонимизации по запросу властей. На данном этапе мы не будем использовать кошельки на биржах. Как пополнить счет? Хорошо, вот у вас есть криптокошелек. А как сделать так, чтобы на нем появились деньги? Для этого нам понадобятся обменники. Их тоже существует много. Чтобы выбрать тот, который вам подойдет, можно воспользоваться специальным агрегатором. Один из которых мы рекомендуем, называется BestChange. Ссылка на него тоже будет в описании к этому видео. Когда вы зайдете туда, вы увидите список обменников. Ваша задача — обменять рубли на одну из криптовалют. Например, на биткоин, как самый простой вариант. Выбирайте обменник, который вам понравился, и действуйте по инструкции. Скорее всего, вам понадобятся 2 вещи. Номер вашей банковской карты, с которой вы будете переводить рубли, и номер вашего кошелька, на который вам придет криптовалюта. Когда вы перейдете на выбранный вами обменник, где вас могут попросить зарегистрироваться или указать электронную почту. А где-то это может быть не обязательно. Если вы переживаете и не хотите оставлять каких-то данных, можно выбрать тот обменник, где регистрации не требуется. Тут опять сделаю небольшое отступление для тех, кто зарегистрирован на криптобиржах. Для вас есть еще одна возможность пополнить счет. Это так называемая P2P торговля.
когда криптовалюту вам переводит продавец, а вы ему рубли. Безопасность при этом обеспечивает гарант, который, скорее всего, является владелец биржи. Действует гарант довольно просто. Он блокирует соответствующую сумму криптовалюты на счету продавца и ждет сигнала, что сделка исполнена. Риск мошенничества тут тоже есть, но он снижается за счет того, что продавец валюты не может просто так сбежать с деньгами. Он сначала делает свою ставку, а покупатель должен подтвердить оплату, и только после этого монеты переходят на его адрес. Здесь принцип похожий. На каждой бирже есть инструкция. Вам понадобится карта с рублями и больше ничего. Удобно, что на биржах есть рейтинг продавцов. Выбирайте тех, у кого много проведенных операций, а процент исполненных не ниже 95%. И для безопасности не переводите сразу большие суммы. Операции более 600 тысяч рублей отслеживаются спецслужбами в России. Ну да и риск нарваться на мошенника тоже есть. Попробуйте небольшие суммы, например, до 10 тысяч рублей. Это снижает желание обменника забрать ваши деньги и пропасть, и не привлекает внимание финансовых властей. Мало ли кто кому переводит небольшие суммы. Таких сделок совершаются миллионы в день. Как переводить криптовалюту? Третий этап, самый простой и быстрый. Если вы хотите перевести кому-то крипту, вам нужно знать только номер криптокошелька вашего адресата. Многие организации и СМИ, которые собирают пожертвования таким образом, указывают у себя на сайтах. Это такая длинная последовательность букв и цифр. Вам достаточно ввести этот номер в своем криптокошельке и выбрать сумму, которую вы хотите отправить. И готово. Не бойтесь осваивать криптовалюты. Пока они в России легальны, отследить их крайне сложно. Рассказывайте своим друзьям, которые хотят жертвовать, не знают как. И не забывайте об элементарных правилах безопасности, которые нужно соблюдать вне зависимости от того, собираетесь ли вы зайти на криптобиржу или просто выйти в интернет посмотреть котиков. Кто может знать, может быть скоро они тоже окажутся под запретом. Не забудьте поставить лайк этому видео, написать комментарий. Возможно, вы больше знаете о криптовалютах, чем я. Поделитесь своими знаниями с другими. А пока мы покажем вам мобильные кошельки, которые мы рекомендуем. Я, например, использую Jaxx Liberty уже несколько лет, вполне себе доволен. Это удобный кошелек, которым можно пользоваться. Из криптообменников я уже упоминал BestChange. А как выбрать VPN, смотрите наше следующее видео.